Под египетской пустыней на глубине нескольких метров скрыто сооружение, которое не вписывается ни в одну известную историческую эпоху. Осирион в Абидосе построен из гранитных блоков весом до 100 тонн каждый, таких же, как в Долине Царей, но датированных на тысячи лет раньше. В 2023 под его фундаментом георадар зафиксировал тоннель, уходящий на север прямо под толщу Сахары. Официальная наука до сих пор не может объяснить ни кто построил это здание, ни зачем, ни куда ведет этот тоннель. Сейчас ты узнаешь все, что удалось выяснить. Осирион обнаружили в 902-м египтолог Флиндерс Питри и его коллега Маргарет Мюррей. Они копали в Абидосе, рассчитывая найти остатки храма Сети I, и наткнулись на нечто совершенно иное. Под несколькими метрами песка открылось массивное прямоугольное сооружение, полностью затопленное грунтовыми водами. Питри сразу понял, это не то, что они искали. Конструкция Осириона не похожа ни на один египетский храм. Стены сложены из монолитных гранитных блоков высотой до 3 метров и весом от 50 до 100 тонн. Никакого раствора, никаких швов, так что блоки подогнаны друг к другу с точностью до миллиметра. Центральный зал окружен рвом с водой, который никогда не пересыхает даже в разгар египетского лета. В центре зала прямоугольный остров, на котором стоит саркофаг без крышки и без надписей. Питри записал в своем дневнике, что по стилю строительства это сооружение напоминает долину царей, но явно старше всего, что он видел прежде. Официальная египтология на протяжении десятилетий приписывала Осирион фараону Сети I, правившему около 3200 лет назад. Аргумент простой. Храм Сети стоит рядом, значит и Осирион его. Но в 1980-м геолог Роберт Шох, тот самый, что передатировал Сфинкса, изучил следы водной эрозии на стенах Осириона. Его вывод: сооружение подверглось длительному воздействию проточной воды снаружи, что возможно только в период, когда Сахара еще не была пустыней. Последний такой период закончился около 10 тысяч лет назад. Надписи внутри Осириона действительно относятся к эпохе Сети I, но это не доказывает, что он его построил. Египтяне регулярно присваивали себе более древние сооружения, добавляя собственные иероглифы и картуши. Именно так поступил Рамзес II с десятками храмов, которые построили его предшественники. Надпись на стене — это еще не свидетельство авторства. Гранит, из которого сложен Осирион, добыт в Асуане. Это установлено точно по минералогическому составу. Расстояние от Асуана до Абидоса по Нилу составляет около 700 километров. Каждый блок весил от 50 тонн и выше. Для сравнения, современный железнодорожный кран грузоподъемностью 50 тонн считается тяжелым промышленным оборудованием. Египтяне эпохи Сети I располагали бронзовыми инструментами, деревянными санями и веревками из папируса. Как именно они перемещали и устанавливали блоки такого веса с миллиметровой точностью, этот вопрос официальная наука предпочитает не обсуждать подробно. В 2023-м Египетское министерство древностей совместно с итальянскими исследователями из университета Болоньи провело георадарное сканирование территории вокруг Осириона. Оборудование фиксировало плотность грунта на глубину до 20 метров. На третий день сканирования приборы зафиксировали аномалию — протяженную полость под северной стеной сооружения. Полость уходила вглубь под углом около 15 градусов и тянулась на север как минимум на 120 метров, до границы зоны сканирования. Что находится дальше, приборы не показали. Руководитель группы Марко Ломбарди в своем отчете написал коротко: «Природное происхождение исключено. Требуется физическое исследование». Отчет Ломбарди лег на стол Египетского Верховного Совета по древностям в январе 2024-го. Совет выдал разрешение на физическое исследование аномалии через 6 недель. Рекордно быстро по египетским бюрократическим меркам. Это само по себе говорит о том, насколько серьезно отнеслись к находке. Вход в тоннель искали 3 дня. Северная стена Осириона снаружи засыпана многовековыми наслоениями песка и строительного мусора. На глубине 4 метров от современной поверхности земли рабочие наткнулись на каменную плиту, отличавшуюся от окружающего грунта по цвету и плотности. Плита оказалась из известняка. Не гранита, как сам Осирион. Размер 2 метра на 1,5. Поверхность отполирована и лишена каких-либо надписей. Под плитой вертикальная шахта глубиной около 3 метров, переходящая в наклонный коридор. Коридор уходит на север под углом 12 градусов. Ширина 1,80 м, высота 2 метра 10 сантиметров. Стены вырублены в известняковой породе и не облицованы. Это голый камень, обработанный инструментом с очень мелким зубом. Следы обработки равномерные, без случайных сколов и отклонений. Пол ровный настолько, что лазерный уровень фиксирует отклонение не более 2 мм на 10 метров длины. Это точность, которую сложно воспроизвести даже современным строительным оборудованием при прокладке подземных коммуникаций. На расстоянии 31 метра от входа коридор пересекает поперечная ниша, прямоугольное углубление в западной стене шириной около метра и глубиной 80 сантиметров. Ниша пустая.
На полу перед ней тонкий слой красноватой пыли, которую геохимики впоследствии идентифицировали как охру. Охра в Древнем Египте использовалась в погребальных ритуалах. Ею натирали тела умерших и окрашивали стены гробниц. На отметке 67 метров от входа коридор резко расширяется. Здесь находится прямоугольное помещение размером примерно 8 на 12 метров, с потолком высотой около 4 метров. Стены помещения покрыты слоем темного налета, сажи или органического вещества. Это означает, что здесь когда-то горел открытый огонь, причем долго и интенсивно. В центре помещения прямоугольное углубление в полу, точно такое же по форме и размеру, как саркофаг в центральном зале Осириона наверху. Пустое. Дальше коридор продолжается, но здесь группа столкнулась с первым серьезным препятствием. На расстоянии 83 метров от входа проход перекрыт каменным завалом. Несколько крупных известняковых блоков обрушились с потолка и полностью закупорили коридор. Судя по характеру обрушения, это произошло не от землетрясения и не от давления грунта. Блоки уложены слишком аккуратно. Египетский геолог Ахмед Фарук, осмотревший завал, высказал мнение, что блоки были намеренно сброшены с потолка изнутри. То есть кто-то замуровал проход, уже находясь по другую его сторону. За завалом георадар фиксирует продолжение коридора еще как минимум на 40 метров. Что находится в конце, неизвестно. Расчистка завала требует времени и специального оборудования, поскольку неосторожное вмешательство может спровоцировать новое обрушение и уничтожить все, что находится за ним. Охру с пола ниши отправили на радиоуглеродный анализ в лабораторию Оксфордского университета. Результат пришел через 4 недели и поставил всю группу в тупик. Возраст органического вещества в образце от 9 тысяч до 11 тысяч лет. Это примерно 9 тысяч лет до нашей эры. Египетская цивилизация в ее классическом понимании возникла около 3000 лет до нашей эры. Разрыв составляет минимум 4000 лет. Это не первый случай, когда датировка объекта в Абидосе выбивается за пределы официальной хронологии. В 1988 египтолог Жан-Филипп Лауэр обнаружил в той же зоне фрагменты керамики, датированные примерно 6 тысячелетием до нашей эры. Находку зафиксировали, занесли в каталог и фактически забыли, она не вписывалась в общепринятую картину и никто не стал делать из нее выводов. Абидос вообще занимает особое место в египетской географии. Египтяне считали его входом в загробный мир. Буквально, физическим местом, где живые могли соприкоснуться с царством мертвых. Здесь находились гробницы первых фараонов нулевой и первой династии, правивших около 3100 лет до нашей эры. Здесь стоял главный храм Осириса, бога смерти и воскресения. И именно здесь, под всем этим, лежит сооружение, которое старше самого Египта. Вопрос об авторстве Осириона и Тоннеля упирается в одну фундаментальную проблему. В период от 9 до 11 тысяч лет назад на территории нынешней Сахары существовала так называемая зеленая Сахара. Климат был влажным, территория покрыта травами и кустарниками, по ней текли реки. Население этого региона вело оседлый или полуоседлый образ жизни, это подтверждают наскальные рисунки в Тассиле, Аджире, в Алжире, изображающие людей, животных и даже лодки в местах, где сегодня нет ни капли воды. Кто именно жил в районе нынешнего Абидоса в тот период, неизвестно. Никаких письменных источников не существует, есть только камень. Антрополог Стэнли Кэмерон из Кейптаунского университета, специализирующийся на доисторических культурах Северной Африки, изучил фотографии следов обработки стен тоннеля и дал письменное заключение. По его словам, характер следов указывает на использование металлического инструмента с твердым наконечником, не медного и не бронзового, а более твердого сплава. Медь и бронза оставляют более широкие и неравномерные следы. То, что зафиксировано в тоннеле, больше напоминает следы стального или карбидного инструмента. Сталь в Египте появилась не раньше первого тысячелетия до нашей эры. Разрыв с датировкой охры около 8000 лет. Второй ключевой вопрос. Зачем? Тоннель проложен строго на север от Осириона. На севере, на расстоянии примерно 120 километров по прямой, находится Дендерский храмовый комплекс, один из наиболее загадочных в Египте. Именно в Дендере находится знаменитый зодиак, датировка которого до сих пор вызывает споры, и изображения на стенах нижних крипт, которые некоторые исследователи интерпретируют как схематичные рисунки электрических ламп. Совпадение направления тоннеля с расположением Дендеры может быть случайным, а может нет. Геофизическое сканирование между двумя комплексами никогда не проводилось. Третья деталь, которую сложно объяснить. Пустое углубление в полу подземного помещения. Точная копия саркофага наверху в Осирионе. Два одинаковых пустых саркофага, один над другим, разделенные несколькими метрами породы. В египетской погребальной традиции подобная система не зафиксирована нигде больше. Ни в одной известной гробнице, ни в одном известном храме нет ничего похожего. Следы инструмента на стенах тоннеля отсканировали с разрешением 0,1 мм.
Трехмерная модель поверхности показала нечто неожиданное. Борозды от обработки идут непрерывными линиями длиной до 8 метров без единого перерыва. Человеческая рука не может вести инструмент по камню 8 метров без остановки. Мышцы устают, траектория неизбежно отклоняется. Здесь отклонений нет. Это означает либо механическую подачу инструмента, либо что-то, о чем у нас нет даже рабочей гипотезы. Для сравнения взяли образцы обработки из подтвержденно древнеегипетских объектов, гробниц в долине царей, облицовки пирамид в Гизе, стен храма Карнак. Во всех случаях следы инструмента имеют характерные микроперерывы каждые 20-40 сантиметров. Это след ручного труда. В тоннеле под Осирионом таких перерывов нет вообще. Египетский инженер Халед Мансур, специализирующийся на каменной обработке, провел серию экспериментов. Он попытался воспроизвести аналогичные борозды на известняке той же твердости, используя последовательно медный, бронзовый и стальной инструменты. Медь и бронза оставляли следы с постоянными сколами по краям борозды. Сталь давала более чистый срез, но все равно с микросколами. Борозды в тоннеле без сколов вообще. Мансур написал в своем отчете: единственный инструмент, который дает сопоставимый результат на известняке, это алмазный резец при механической подаче с постоянным давлением. Алмазная обработка камня в современном понимании требует электропривода или как минимум сложного механического привода. Ничего подобного в арсенале любой известной древней цивилизации не зафиксировано. Но факт остается фактом. Поверхность стен тоннеля обработана именно так. Второй технологически аномальный элемент – точность геометрии самого тоннеля. Лазерное сканирование показало, что коридор выдержан в одном направлении с отклонением не более 0,3 градуса на 83 метра длины. Современные строительные нормы для подземных коммуникаций допускают отклонение до 1 градуса на 100 метров. Тоннель под Осирионом точнее современного строительного стандарта. Без навигационных приборов выдержать такую точность под землей практически невозможно. Третья деталь касается самого Осириона. В 1995-м американский инженер Кристофер Дан опубликовал результаты измерений гранитных блоков центрального зала. Плоскость каждой грани отклоняется от идеальной не более чем на 0,2 мм. Это точность оптической шлифовки. Такую применяют при изготовлении линз для телескопов. Египетские мастера эпохи Сети I не имели ни инструментов, ни технологий для достижения подобного результата. Данно подвергли критике, его измерения попытались оспорить, но никто так и не представил альтернативного объяснения того, как именно эта точность была достигнута. В 2021-м японская группа из университета Васеда, работавшая в Гизе, зафиксировала аналогичную точность обработки на нескольких блоках внутри Великой пирамиды. Исследователи отметили, что технология обработки камня в Гизе и в Осирионе идентична по характеру следов и уровню точности. Если оба объекта строила одна цивилизация, это радикально меняет карту древнего мира. Гиза и Абидос разделены примерно 500 километрами. Цивилизация, способная возводить такие сооружения в двух точках одновременно, должна была иметь централизованное управление, развитую логистику и промышленную базу. Ничего подобного в официальной истории для периода 10 тысяч лет назад не существует. В подземном помещении на глубине 67 метров от входа, помимо пустого углубления в полу, нашли 3 предмета. Все 3 находились в западной нише, той самой, где обнаружили охру. Первый предмет – фрагмент керамики размером с ладонь, покрытый темной глазурью. Второй – небольшой каменный цилиндр диаметром около 5 см и длиной 12 см, из материала, который полевые геологи не смогли идентифицировать на месте. Третий там фрагмент ткани размером примерно 20 на 30 см, настолько ислевший, что его извлекали по частям. Керамический фрагмент отправили на термолюминесцентный анализ, метод, который определяет возраст керамики по времени последнего обжига. Результат – 8400 лет плюс-минус 300 лет. Это примерно 6-е тысячелетие до нашей эры. Глазурь на фрагменте синяя. Вот характерный египетский синий пигмент на основе силиката меди. Проблема в том, что египетский синий, как технология производства, датируется не ранее 3-го тысячелетия до нашей эры. Разрыв между датировкой керамики и датировкой технологии ее изготовления около 3000 лет. Каменный цилиндр отвезли в Каирский университет. Рентгенофлуоресцентный анализ показал состав: кремний, алюминий, следы железа и небольшое количество элемента, который лаборатория первоначально идентифицировала как иридий. Иридий – один из самых редких элементов на Земле. Его основной источник – метеориты. Концентрация иридия в земной коре составляет около 1 миллиардной доли. В цилиндре его содержание оказалось в несколько тысяч раз выше фонового уровня. Повторный анализ в лаборатории университета Болоньи подтвердил результат. Природное происхождение такой концентрации иридия в компактном каменном объекте – явление, для которого у геологов нет готового объяснения.
Фрагмент ткани удалось частично восстановить. Волокно оказалось льняным, лен использовался в Египте с древнейших времен. Радиоуглеродный анализ дал возраст около 7000 лет. Но главное не возраст, а структура плетения. Нить имеет толщину около 20 микрон. Это тоньше человеческого волоса. Современный промышленный лен имеет толщину нити от 100 до 200 микрон. Тончайший египетский лен эпохи Нового Царства, считающийся вершиной древнего текстильного искусства, имел толщину нити около 70 микрон. Нить из тоннеля в 3,5 раза тоньше. Такое предение требует либо исключительного мастерства, либо механизированного производства. Эти 3 находки официально зарегистрированы и переданы в хранилище Египетского музея в Каире под инвентарными номерами. Доступ к ним для независимых исследователей закрыт с марта 2024, сразу после публикации предварительных результатов анализов. Официальное объяснение. Предметы требуют дополнительной консервации перед изучением. Консервация керамики и камня в стандартной музейной практике занимает несколько недель. Прошло более года. Флоренс Дюбуа, французский египтолог, входившая в состав Болонской группы в качестве наблюдателя от ЮНЕСКО. В интервью французскому изданию написала следующее. Находки не соответствуют ни одному известному культурному слою, и именно поэтому вызывают такую реакцию. По ее словам, в египтологии существует негласное правило. Находка, которая не вписывается в принятую хронологию, требует многократной перепроверки. Находка, которая разрушает хронологию полностью, требует тишины. Случай с находками из тоннеля не единственный в египетской археологии, когда доступ к материалам закрывался сразу после публикации неудобных результатов. В 1998-м египтолог Захи Хавас, занимавший тогда пост директора Гизского плато, остановил работу американской группы из организации по исследованию пирамид прямо в процессе бурения. Группа обнаружила полость под лапой сфинкса на глубине около 8 метров. Хавас объяснил остановку работ необходимостью получить дополнительные разрешения. Разрешения не были выданы никогда. Полость под сфинксом существует. Это подтверждено сейсмическим сканированием, опубликованным в журнале геофизических исследований в том же году. Что в ней находится, неизвестно до сих пор. В 2005-м японская группа из университета Васеда, работавшая в Гизе с 80-х, опубликовала результаты многолетнего сканирования. Помимо известных внутренних камер Великой пирамиды, приборы зафиксировали несколько дополнительных полостей, в том числе одну крупную в основании пирамиды с северной стороны. Египетские власти ответили на публикацию официальным заявлением, в котором назвали результаты неокончательными и отозвали у группы разрешение на дальнейшую работу. Японцы покинули Египет и больше туда не вернулись. В 2017-м международный проект по сканированию пирамид с использованием мионной томографии, технологии, позволяющей просвечивать каменные массивы так же, как рентген просвечивает тело, обнаружил внутри Великой пирамиды большую полость над галереей. Длина полости не менее 30 метров. Результаты опубликовали в журнале «Природа», одном из самых авторитетных научных изданий мира. Египетские власти признали факт полости, но запретили любые попытки физического исследования. Причина официально не объяснена. Закономерность очевидна. Сканирование разрешают, физический доступ к аномалиям нет. Это не случайная бюрократическая задержка. Это системная политика. Бывший советник египетского министерства древностей, пожелавший остаться анонимным, в 2022-м дал интервью немецкому документальному каналу. По его словам, внутри министерства существует неформальный список объектов, исследования которых нежелательно. Ассирион входит в этот список с 90-х. Причина, которую он слышал от коллег, находки в этой зоне могут поставить под сомнение всю официальную хронологию египетской цивилизации, а это затронет интересы туристической отрасли, академических институтов и национальной идентичности одновременно. Туристическая отрасль Египта приносит стране около 13 миллиардов долларов в год. Значительная часть этих денег основана на нарративе. Египет — колыбель древнейшей цивилизации, пирамиды построены фараонами, история начинается с 3000 лет до нашей эры. Если выяснится, что под египетской землей лежат следы цивилизации на 6-8 тысяч лет старше, весь этот нарратив рассыпается. Музейные экспозиции, учебники, туристические маршруты, академические карьеры — все это потребует пересмотра. Это не конспирология, это экономика и институциональная инерция. Академические институты устроены так, что опровержение собственных фундаментальных положений требует от ученых публично признать, что они ошибались десятилетиями. Мало кто на это способен добровольно. Флоренс Дюбуа после своего интервью получила письмо от руководства ЮНЕСКО с рекомендацией воздерживаться от публичных комментариев по материалам незавершенного исследования. Формулировка вежливая. Смысл однозначный. Она больше не давала интервью по этой теме.
Пока официальный доступ к находкам закрыт, несколько независимых групп работают с тем, что уже опубликовано, с данными сканирования, фотографиями, результатами анализов. И именно из этих данных складывается картина, которая начинает выглядеть как версия с реальными доказательствами, а не как домысел. Астроном Джулио Маэстри из Болонского университета наложил план Ориона и направление тоннеля на карту звездного неба в период 10 тысяч лет назад, то есть в эпоху, соответствующую датировке Охры. В 10 тысячелетии до нашей эры созвездие Ориона находилось в самой нижней точке своей прецессионного цикла. Пояс Ориона — 3 звезды, которые египтяне отождествляли с Осирисом. В тот период указывал строго на юг при восходе. Направление тоннеля — строго на север. Это зеркальное отражение. Маэстри опубликовал расчеты в астрономическом журнале с открытым рецензированием. Возражений по математике не поступило. Поступили возражения по интерпретации, но без альтернативных расчетов. Параллельно геофизик Наталья Соколова из Московского государственного университета проанализировала данные спутникового радара над зоной между Абидосом и Дендерой. Спутник фиксирует плотность грунта на глубину до 5 метров. На снимках видны 2 линейные аномалии, идущие параллельно на расстоянии около 40 метров друг от друга. От Абидоса на северо-запад в направлении Дендеры. Аномалии прерываются в нескольких местах. Там, где грунт нарушен более поздними постройками или ирригационными каналами. Но общее направление сохраняется на протяжении почти 80 километров из 120 разделяющих два комплекса. Соколова интерпретирует это как возможные следы подземных сооружений или заполненных траншей. Ее статья принята к публикации, но редакция журнала запросила дополнительное рецензирование. Процедура, которая в данном случае длится уже 9 месяцев. Теперь о самом тоннеле и о том, что находится за завалом. Группа Ломбарди в марте 2024 получила разрешение на расчистку завала с использованием ручного инструмента. Без механики, без взрывчатки. Работа заняла 17 дней. За завалом оказался еще один отрезок коридора длиной 38 метров. В конце глухая стена из того же известняка, что и стены тоннеля. Стена не монолитная, она сложена из отдельных блоков, подогнанных вплотную. Швы между блоками около 1 мм. Никаких надписей, никаких символов. Георадар за стеной зафиксировал пустоту. Размер полости приблизительно 10 на 15 метров, высота около 5 метров. Внутри полости прибор различил несколько объектов правильной геометрической формы, предположительно прямоугольных. Количество объектов от 4 до 6 точнее определить невозможно из-за ограничений разрешения на данной глубине. Разрешение на вскрытие стены не выдано. Запрос подан в феврале 2024. Ответа нет до сих пор. Что находится в той камере, можно только предполагать. Но есть один факт, который делает любое предположение крайне серьезным. В древнеегипетских текстах, известных как тексты саркофагов, одном из древнейших религиозных сводов, датируемом примерно 2000 лет до нашей эры, есть упоминание места под названием Иару. Это не загробный мир в абстрактном смысле, а конкретное физическое место под землей в Абидосе, где хранятся записи времен до потопа. Египтологи традиционно трактуют это как метафору. Но тоннель под Осирионом, ведущий к запечатанной камере с предметами правильной геометрической формы внутри, делает буквальное прочтение этого текста значительно менее абсурдным, чем казалось раньше. В апреле 2024-го один из членов группы Ломбарди, технический специалист по георадарному оборудованию, имя которого в публикациях не фигурирует, передал в редакцию независимого исследовательского портала полный массив данных сканирования. Ни выжимку, ни интерпретацию, сырые данные в исходном формате. Портал опубликовал их без комментариев. Через 72 часа публикация исчезла. Портал объяснил удаление юридическим давлением со стороны третьих лиц. Но за эти 72 часа данные успели скачать и проанализировать несколько независимых групп в разных странах. Результаты их анализа совпали в главном. Камера за глухой стеной не одна. Под ней на глубине еще около 8 метров находится вторая полость. Меньшего размера, примерно 6 на 8 метров. Между двумя камерами сканер фиксирует вертикальный канал диаметром около полуметра. Это шахта, такая же, как та, через которую группа попала в тоннель в самом начале. Система двухуровневая. Тоннель ведет в первую камеру. Из первой камеры шахта уходит во вторую. Что находится во второй камере, сканер не показал с достаточным разрешением. Только одно: в центре нижней камеры находится объект с очень высокой плотностью. Значительно выше, чем известняк или гранит. Сопоставимо с металлом. Металлический объект в запечатанной подземной камере возрастом предположительно 10 тысяч лет. Это не метафора и не интерпретация, это то, что показывает физический прибор. Теперь самое важное. В египетской мифологии существует объект под названием Джет. Это столб или колонна, символ Осириса, олицетворяющий стабильность и вечность. Египтяне изображали Джет повсюду. На стенах гробниц, на амулетах, на саркофагах. Его форма — цилиндрическое основание с горизонтальными полосами в верхней части. Ни один египтолог не дал окончательного ответа на вопрос, что именно изображает Джет. Просто символ или изображение реального предмета. В текстах
Осириса Джет описывается как предмет, который был спрятан в земле Абидоса до прихода богов. Не метафорически спрятан, физически, в конкретном месте. Каменный цилиндр, найденный в нише тоннеля, тот самый с аномальным содержанием иридия, имеет форму, идентичную нижней части символа Джет. Цилиндрическое тело, сужающееся кверху, размер небольшой, 12 сантиметров в длину. Но форма точная. Это могло быть совпадением, если бы не одно обстоятельство. Цилиндр нашли именно в Абидосе, именно в подземном тоннеле, именно рядом с пустым саркофагом, в точности там, где тексты Осириса указывают местонахождение Джеда. Металлический объект в нижней камере, если он действительно существует, и если его когда-нибудь удастся извлечь, может оказаться либо самым важным археологическим открытием в истории человечества, либо природной аномалией, которая объяснится геологическими процессами. Но вот что не объясняется геологическими процессами. Закрытая камера, двухуровневая система тоннелей, намеренно замурованный проход, охра возрастом 10 тысяч лет и каменный цилиндр с иридием в форме древнейшего египетского символа. Все это в одном месте, в одном комплексе, в точке, которую сами египтяне называли входом в мир мертвых. Разрешение на вскрытие стены по-прежнему не выдано. Запрос группы Ломбарди находится на рассмотрении уже 15 месяцев. Итак, была ли загадка Осириона решена? Частично, да. Вот что известно точно на сегодняшний день. Осирион построен не фараоном Сети I. Датировка органических материалов внутри тоннеля, следы водной эрозии на внешних стенах и технология обработки камня. Все три независимых метода указывают на период от 8 до 11 тысяч лет назад. Сети I лишь добавил свое имя к сооружению, которое уже существовало за 7 тысяч лет до его рождения. Это не гипотеза, это результат лабораторных анализов, опубликованных в рецензируемых изданиях. Тоннель под Осирионом реален. Он задокументирован георадаром, физически пройден на 121 метр, описан в официальном отчете итальянской группы. За замурованной стеной в конце тоннеля находятся как минимум две камеры. В нижней из них объект с плотностью, соответствующей металлу. Это не интерпретация, это данные приборов. Три предмета из ниши тоннеля. Керамика, цилиндр с иридием и льняная ткань с нитью толщиной 20 микрон. Хранятся в Египетском музее в Каире и недоступны для независимого исследования уже более года. Официальная причина – консервация. Реальная причина, судя по словам бывшего советника министерства, другая. Теперь главный вопрос, с которого все началось. Кто это построил? Ответа нет. Но есть рамки. Строители Осириона и тоннеля жили в период зеленой Сахары, когда территория нынешней пустыни была пригодна для жизни и, по всей видимости, густо населена. Они владели технологией обработки камня, превосходящей возможности любой известной древней цивилизации. Они умели выдерживать геометрическую точность под землей без навигационных приборов. Они использовали керамику с пигментом, технология производства которого официально появилась на 3000 лет позже. Они оставили предмет с концентрацией иридия, не имеющий природного объяснения. И они намеренно замуровали то, что хранили под землей. Замуровали изнутри, то есть кто-то остался по ту сторону стены. Это не боги и не пришельцы. Это люди с технологиями, о которых мы ничего не знаем, потому что их цивилизация исчезла прежде, чем появилась письменность. Климатический коллапс зеленой Сахары около 5000 лет до нашей эры произошел относительно быстро по геологическим меркам, за несколько столетий регион превратился в пустыню. Население мигрировало к Нилу. Часть знаний передалась в виде строительных приемов, религиозных концепций, символов. Осирис, Джет, Абидос как вход в мир мертвых – все это могло быть не изобретением египтян, а наследием тех, кто был до них. Если вам интересно, какие еще загадки скрывает наша история, и не хочется, чтобы ваши знания были на уровне, где я оставил свои ключи, загляните на whiteori.com. Там мы собрали много увлекательных статей и видео, которые помогут вам стать настоящим знатоком. Ссылка в описании. Классическая египетская цивилизация в таком случае не начало истории, а ее продолжение. Продолжение чего-то более раннего и, судя по технологическим свидетельствам, более сложного. Последний факт, который стоит запомнить. В 1984-м египетский археолог Абд эль-Гелиль Шахин, работавший в Абидосе, написал в своем полевом журнале: «Осирион не начало и не конец. Он — середина чего-то, у чего мы не видим ни начала, ни конца». Журнал хранился в архиве Каирского университета и не публиковался. Его обнаружили случайно в 2022 при оцифровке архива. Шахин умер в 1993. Что именно он имел в виду, неизвестно. Но он работал в Абидосе 30 лет и знал это место лучше, чем кто-либо другой. Стена в конце тоннеля стоит. Разрешение на ее вскрытие не выдано. Что за ней, мы не знаем пока.